Зима. В горах насыпало много снега. Ассортимент маршрутов сократился, конечно. Чтобы этого не допустить, приобрел снегоступы Алексика Юкон. Ширина в самом широком месте 23 сантиметра, длина 76 сантиметров. Рамного типа. Рама сделана из алюминиевого сплава 6061, из которого делают велосипедные рамы. Платформа — это прочный полиэтилен. Они различаются. Есть левый, есть правый, отмаркированы на хвостиках этих. Крепление очень удобное. Одним движением затягивается ремень. Все. Также легко растягивается одним движением тоже. Сзади есть пяточный ремень, тоже регулируемый. Для подъемов по склонам есть подпятник. Само крепление на таком поворотном механизме. Тоже очень удобно. Для того, чтобы стопа двигалась естественным образом. Вес обоих 2,3 килограмма. То есть один весит где-то килограмм 150 граммов. Сегодня пойдем их испытаем. У снегоступов есть кошки. Передние подвижные. Они из алюминиевого сплава. И задние из нержавейки. Они такие. Посмотрим, как они будут держать. Так, замеряем глубину снега. Ну, чуть. Да, по колено. По колено. Немного снегу. Сверху пухляк. Снизу небольшой наст такой. Вот иду. Да, слой пухляка, по-моему, я насквозь пронзаю. Ну, может быть, не совсем. Теперь пройду по своему следу. Ага. Да, проваливаюсь как раз по колено. Вот. Иду по своему следу. Ну, лучше, чем по целине, наверное. Но тоже дискомфортно. Сейчас здесь же пройду по целине. Ну да, тоже по колено проваливаюсь где-то. Ну, скорость гораздо ниже, конечно. И затраты энергии намного больше, чем... И здесь как-то вот именно проваливаешься, а в снегоступах как бы проседаешь мягко. Так что вещь полезная. Однозначно, когда стоит поход по глубокому снегу. На них довольно-таки легко разворачиваться на совсем коротких лыжах. Ну, не совсем так же, как в обуви. Все, развернулся на 180 градусов без проблем. А сейчас иду по своим следам, которые проложил снегоступами.
Это вообще комфортно идти. Это все пухляк. То есть я уже его подтрамбовал и уже совсем не проваливаюсь, просто иду по своей тропе. Снег сыпет, сыпет. Сейчас схожу в сторону подземной церкви. Там достаточно крутой подъем, поэтому ставим подпятник. Вот он. Он облегчает подъем по склонам. Здесь довольно-таки крутой подъем, но реально подпятники помогают, приподнимают ногу. Уже недалеко церковь. Здесь уже совсем давно никто не ходил. Вот на снегоступах дошел до подземной церкви. Когда-то здесь был скит подземный. Засыпало его. Неправильное место все-таки выбрали. Иконы. Люди приносят, молятся, свечки ставят. Все, спустился с крутого склона. Он заметил такой небольшой недостаток. Это то, что нет упора для носков. И иногда немножко сползает вперед обувь. Пару раз пришлось отстегивать, двигать ботинки назад и застегивать опять. Ну, возможно, не туго затянул, проверим еще. Ну и где крутой спуск, там эти кошки не совсем отрабатывают, как на лыжах едешь. Поэтому приходится лесенкой спускаться. Но там, где рельеф позволяет, а где узкий гребень, предположим, нам уже придется или отстегивать их, или ехать. Ну, отстегивать, конечно, лучше. Все-таки это не лыжи. Весь этот тест проходит в районе Медео. Здесь сейчас очень крутой спуск. И спущусь на снегоступах. Так, крутой спуск. У меня всего одна палка трекинговая. Ну, надо две, конечно, брать. И лучше цеплять такие самые большие снегоупорные кольца. А то у меня нету. Потерялась. Так, спускаюсь носом. Как я сказал, есть недостаток. Нету упоров. И кошки не держат. Да, начинаю ехать. Ну, буду спускаться лесенкой. Но в этом месте все-таки, наверное, лучше даже было их снять. Тем более тут уже есть тропа. Вот. Ну, лесенкой нормально. Ну, дольше, правда, будет. В общем, как на лыжах. Носками здесь уже, по-моему, нереально. Кошки все-таки не горные. Наверное, для равнинных участков они вполне. Но... Так, вот здесь лесенкой буду спускаться. Ну, нормально. Я привыкну. Это я первый раз. Будет все в
порядке. Можно будет даже и далеко ходить по безлюдным местам. Ну и натаптывать, творить для других тропы. Естественно, надо ходить, стараться избегать лавиноопасных мест. По гребешкам, по лесистым местам. Будет все хорошо. Это вот сейчас носками пойду. А вот, ну, можно тоже, ну, надо втыкаться получше. Только, да, зарубился, может, можно. Все приходит с опытом. Вот даже бегу. Ну, спускаюсь на дерево.